Всем привет, с вами канал Mobily S, и сегодня я представляю вам обзор компьютерной игровой мыши. A4 TechBlood EV3M. Именно так она называется, и сейчас мы узнаем, что идет в комплекте с этой мышкой. В комплекте, кроме самой мыши, еще идет визитка для того, чтобы скачать программное обеспечение для этой мышки, две наклейки. Одну наклейку можно наклеить, скажем, на корпус, если хотите, а вторую можно наклеить себе на жопу. Почему бы и нет? Также идет памятка для тех, кто ничего не знает. И инструкция. Вы ее никогда не прочитаете. Эту мышь я купил в своем розничном магазине за 1400 рублей. В другой общеизвестной валюте это у нас 21 доллар. Но если честно, то сейчас можно найти эту мышку дешевле. По крайней мере на 300 рублей точно дешевле. Сейчас можно найти. Такой внешний вид у этой мышки. Есть левая кнопка мыши и правая, а также есть макросы. Под левой частью есть кнопка вперед и кнопка назад. Это как раз таки есть макросы. С помощью этих кнопок можно перемещаться в браузере страницы вперед и страницы назад. Это в принципе удобно, и к этому можно привыкнуть. Сзади есть кнопки, точнее говоря, ножки металлические, я ошибся. И наклейка такая о том, что это модель V3. И здесь сенсор стоит. По бокам есть вот такие овальные канавки. И если вы держите мышь вот когтевым хватом, ну я лично так не держу, но я слышал о том, что люди так держат, то будет вам не очень удобно, эти канавки будут упираться вам в палец. В общем, пальцы будут уставать. Также есть еще вот эти три кнопки, это тоже макросы. И причем самое странное, они написаны другим шрифтом. Как будто сэкономили. Вот здесь след есть. Но на самом деле я мышку протирал. Так что все нормально. И вот слышите? Вот это люфт левой кнопки. А у правой кнопки практически нет люфта почему-то. Вот скролл. Скролл крутится в принципе нормально. Вот этими кнопками можно переключать режим стрельбы. Первая кнопка это у нас одиночный выстрел. Вторая кнопка это двойной выстрел. А третья кнопка это у нас тройной выстрел. Я этими кнопками пользовался, но так и не понял, в чем прикол. По сути, эти режимы все-таки бесполезны. Я в CSGO один раз пробовал, но что-то особо нагибать я не стал. Почему-то. Такой провод в оплетке. USB обычный 2.0. И он не позолоченный. Ну, в принципе, ладно, и так сойдет. Мышка мне нравится такой формы. Она неплохо скользит на коврике. И она как-то плавнее скользит, я заметил. Так она ездит. Основное отличие модели V3 от V3M только одно. Это вот эти металлические ножки. У V3M они есть. А у обычной V3 просто нет. Это единственное отличие этих мышек. Здесь стоят переключатели Хуана. Это левая кнопка мыши и правая. Сенсор Pixar 3305, который установлен в этой мышке, вполне неплохой, но не самый лучший вариант. У меня лично этот сенсор не срывает, но люди в интернете пишут о том, что сенсор срывает.
Если честно, то я в CSGO редко играю, и поэтому про сенсор больше нечего сказать. Я эту мышку использую почти 1,5 месяца. За такое короткое время мышка показывает себя с хорошей стороны. Подсветка, макросы, говёное ПО, люфт ЛКМ. Все есть именно в AFOTEC бляди V3M. Сейчас я вам покажу программное обеспечение этой мышки. Выглядит оно вот так. Ссылку на скачивание именно для моей мышки я оставлю в описании под этим видео. И сейчас узнаем, что здесь находится. Здесь есть 4 режима Core. Core 1 это у нас, кратко, если описывать, то тут можно только чувствительный сенсор менять. А в Core 2 мы можем макросами менять там 2 выстрела, 3 выстрела. В общем, то, что я вам показывал, если нажимать на эти макросы. Режим Core 3 это у нас подключается такой режим, когда мы можем стрелять 1000 выстрелов без отдачи. Например, мы заходим в CSGO и выбираем коллаж. У него есть отдача, и когда мы включаем этот режим, мы стреляем без отдачи. То есть кучность выстрелов у нас улучшена, и мы как бы всегда попадаем в цель, и у нас курсор не уходит вниз, так сказать, если я правильно это все описываю. И, кстати говоря, это может считаться как чит, и можно получить за это тупо бан. Вот ультракор это тоже 1000 выстрелов дается бесплатно, но я в основном использую Core 2. Вот, нажимаем вкладку Guns, это у нас можно менять CPI. В общем, ничего здесь особенного так-то. А Sensivity здесь мы можем менять чувствительность сенсора. Можно поставить от 100 и до 3200. Вот поставим на 500. Также если мы выберем Core 1, давайте попробуем. Выбираем Core 2, нам нужно немножко подождать. Вот у нас вкладка пропала. Нажимаем во вкладку Sensivity, и мы можем кнопками 1 и N на мышке макросы. Мы можем менять чувствительность. Сейчас я нажимаю именно эти кнопки. И вот этими кнопками мы можем менять чувствительность. Это в принципе неплохо. Также здесь мы можем менять подсветку. Можем ее полностью выключить. Здесь мы можем загрузить профиль какой-нибудь для этой мышки. В общем, не такое уж и плохое программное обеспечение, но у меня оно лично немножко лагает. Но есть такая проблемка, но возможно это только у меня. В конце я хочу сказать о том, что эта игровая мышка, без сарказма, нормальный вариант, не самый крутой. Хочется отметить, что это слизанная копия Razer Desader 2013. Мне лично нравится именно такая форма мыши. Сейчас эту мышку можно найти дешевле, чем я купил. Если вы школьник или студент, и вам нужна неплохая мышь за небольшие деньги, то с натяжкой могу вам предложить хотя бы рассмотреть эту мышку. Покупать или нет, решать исключительно вам. По крайней мере, почитайте отзывы об этой мышке. С вами был канал Mobily S. Всем больше денег, всем удачи и буду рад каждой подписке на канал. Всем пока!